Привет! Я Марина и уже 6 лет живу в Австралии. Сегодняшнее видео это не просто дегустация, а настоящая гастрономическая дуэль. Австралия против Новой Зеландии. Vegemite против Marmite. Я вам эти баночки покажу чуть-чуть поближе, чтобы вы могли рассмотреть. Желтая упаковка — это Vegemite, и красная — это Marmite. Вы наверняка спросите, что же это, собственно говоря, такое. В общем-то, оба продукта — это что-то типа спреда, который намазывается на бутерброды. И вот, к примеру, Vegemite — это самая настоящая австралийская икона. Он производится с 1923 года. И австралийцы его действительно очень любят. Даже малые дети уплетают его в виде тостов. Everyone has their way of eating Vegemite, even straight from the jar. But there's one thing we all agree on: we love our Vegemite. А вот Marmite, он родом из Британии, но в Новой Зеландии, можно сказать, сделали его своим. Он отличается по вкусу, они усовершенствовали рецепт, производится он в Новой Зеландии и тоже там очень популярен. I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the wine, and the Wichita line is still on the line. Поэтому мне очень интересно, кто же из этих двух продуктов выйдет у нас сегодня победителем. Конечно же, я буду основываться исключительно на своем вкусе. В основе этих продуктов лежат дрожжи. Когда я первый раз об этом услышала, я очень удивилась. Я не понимала, как дрожжи можно вообще намазывать на хлеб. Тем не менее, этот продукт всячески расхваливают, и он считается каким-то невероятно полезным. Вот тут написано, что много витамина В в Vegemite. На Marmite здесь ничего не написано. Если сравнивать состав, и можно посмотреть, что в обоих продуктах содержатся витамины группы В, В1, В2, В3. В Vegemite еще витамин В9, а в Marmite здесь В12 и еще железо. В общем, считаются они исключительно полезными. Кстати, вот узнала интересный факт, когда в Новой Зеландии произошло страшное землетрясение в 2012 году, наступил так называемый мармайтовый кризис, то есть фабрика была закрыта, и люди скупали с полок последние вот остатки Marmite. В общем, интересно. Итак, пробовала ли я эти продукты раньше? Честно вам скажу, что Vegemite я уже пробовала, а вот Marmite не пробовала ни разу, поэтому банка даже не открытая, вот все запакованное. Поэтому да, я его сегодня буду впервые тестировать. Что касается Vegemite, когда я его попробовала, я просто вот так вот взяла ложкой из банки, зачерпнула, намазала его на печеньку. У меня, кстати, даже есть в каком-то видео реакция на этот вкус. Мне показалось, что я ем какой-то то ли вот что-то йод на вкус, какое-то соленое, что-то такое непонятное. И потом я уже много раз консультировалась с местными, говоря им, что мне вообще абсолютно не понравился Vegemite, как вы вообще его едите. И они меня спрашивали, как именно я его пробовала. Я описала, они говорят: ты что, так никогда нельзя делать. В общем, его надо аккуратненько, таким тончайшим слоем намазать на тост и вот прямо чуть-чуть его добавить. И они сказали, тогда у тебя просто перевернется представление о Vegemite. Поэтому сегодня будем пробовать все по технологии. Я уже подготовила тосты. У меня тут 7 кусочков на всякий случай. В общем, я сегодня по наставлению австралийцев хочу попробовать 3 разных вида тостов. Значит, первый — это самый такой классический рецепт, когда ты просто на тост намазываешь масло и намазываешь немножечко спреда тонким слоем. Второй рецепт — это все то же самое, только с добавлением сыра, и дополнительно мы его отправим на гриль. Тост называется очень интересно — Tiger Toast. Я не знаю, получится у меня или нет такой рисунок, как на картинках. И последний вариант тоста, который я хочу приготовить, это будет классический авокадо Vegemite тост, только уже без масла.
Вот. И, в общем, я хочу сравнить, попробовать. Конечно же, как я уже сказала, все это будет основано исключительно на моем вкусе, но вам придется принять это на веру, и я постараюсь максимально точно описать, что же я думаю вообще про эти два продукта. Предлагаю начать с классического тоста. То есть я просто намазываю его маслицем, которое тут у меня уже немножечко подтаяло. Ну, даже, наверное, оно и лучше, потому что оно исключительно хорошо наносится. Я тут некоторые тосты немножечко пережгла, поэтому не обессудьте, но я думаю, ничего страшного. Они такие просто чуть-чуть позажареннее получились. Теперь открываем абсолютно непочатые баночки. Так, Vegemite. Запах, конечно, непередаваемый. Я не могу даже вот сходу сказать, с чем он у меня ассоциируется, что запах, что вкус достаточно специфический и очень такой уникальный. Какой-то, вот знаете, слегка что-то такое соленоватое и горьковатое, если можно так говорить про запахи. Но вот, честно говоря, это ни на что не похоже. Я обещала попробовать объяснить, да, что же это такое, но вот по запаху ни на что не похоже, да. А самое главное, за что я сейчас переживаю, чтобы нанести все это тончайшим слоем, как меня учили, потому что, ну вот, насколько можно тонко взять его и нанести, размазав по тосту, я не знаю, потому что вот я, например, намазала, и у меня все в одном месте. Мне кажется, я сейчас могу переборщить. Постараюсь сильно не усердствовать, в общем. У меня получается, что этот Vegemite смешивается просто с маслом. Ну, наверное, потому что все это уже подтаяло. Но с другой стороны, как меня заверили, так тоже едят. Хлеб уже ничем не пахнет. Выглядит, ну, так странно выглядит. Так, значит, теперь мы будем открывать Marmite. Вы можете убедиться, что я его не пробовала, потому что очень непросто открылась эта банка. Вот так выглядит Marmite. У него как будто бы более такая, знаете, нельзя сказать, что это какая-то жидкая текстура, потому что он не выливается, но есть ощущение, что Vegemite немного более плотный, чем Marmite. Marmite как-то похож на джем. Вот, посмотрите. Он похож на джем, а вот это больше похоже на какой-то такой, не знаю, соевый соус, как будто какой-то такой супер загустевший. А это, да, ну, не знаю, напоминает мне как будто бы какой-то такой темный малиновый джем или, может быть, сливовый. Интересно, какой он на вкус. В общем, так, тоже. Так, по запаху, кстати, он практически ничем не пахнет, в отличие от Vegemite, что в целом мне уже нравится чуть больше, потому что запах у Vegemite очень специфический. Так, мне надо сейчас не перепутать, какой где, потому что пробовать я хочу все это в конце, завершить с приготовлением. Сюда я прям щедро нанесла, мне кажется, чуть больше, чем следовало. И теперь мы переходим ко второму тосту, который будет все то же самое, только еще с сыром, и все это будет запекаться на гриле. В общем, наносим опять масло. Ох, мне кажется, наемся я сегодня этих дрожжей на всю оставшуюся жизнь. Потому что в таких количествах я точно еще не экспериментировала. Знаете, я только что поняла, что для чистоты эксперимента мне нужно использовать разные ножи. Я использовала один и тот же для первого тоста, но сейчас все-таки, наверное, возьму второй, чтобы уже не перемешивать все это. Так, по традиции начинаем опять с Vegemite. За счет его вот этой текстуры супер какой-то плотный, очень сложно взять какое-то, знаете, маленькое количество и потом как-то сложно вот именно распределить его на тосте, потому что он вот такими вот кусками ложится. Но мне кажется, это, наверное, не сильно важно. Слой должен быть супер тонкий. Я вот стараюсь, но не знаю, мне кажется, как-то мало. С другой стороны, лучше прислушаемся к советам местных. Так, берем чистый нож для Marmite и теперь снова намазываем. Marmite наносится полегче, чисто за вот этой какой-то джемообразной текстуры.
немножечко все-таки, мне кажется, чувствуется вот этот запах, похожий на Vegemite, но он однозначно не такой резкий. И теперь мы будем, значит, создавать из него тигра, потому что, напоминаю, что это называется у нас Tiger сэндвич. Там должны быть такие полосочки, которые потом расплавятся и сформируют такой рисунок. Ну, в общем, как будто это кожа тигра. Я не знаю, я делаю это первый раз, поэтому вполне может у меня получиться не так красиво. Но, с другой стороны, главное, это же эксперимент. Никто нас потом за это ругать не будет. В общем, я создаю подобие тигра. Вот, видите, полосочки. Там у меня уже масло с обратной стороны через дырку в хлебе вытекло. Сейчас я отправлю вот эти тосты на гриль и пока буду готовить следующий, последний сэндвич. Так, значит, я была проинструктирована, что для того, чтобы сделать сэндвич с авокадо, не нужно намазывать масло на хлеб, потому что авокадо сам по себе уже жирный. Поэтому будем намазывать сразу Vegemite на хлеб. Я стараюсь сделать это тончайшим слоем, конечно. Я не знаю, достаточно ли это тонко. И еще вот у меня есть ощущение, что надо везде по краям все намазать, но на самом деле он не так уж легко наносится. Поэтому я каждый раз рискую переборщить. Ну, уж пробовать так пробовать, правда? Цвет, конечно, у него, я бы не сказала, что самый аппетитный, но хотя можно предположить, что это шоколад. По вкусу это будет совершенно не шоколад, по крайней мере, вот Vegemite точно. Marmite лучше мажется даже на хлеб без масла. Он как будто бы еще более темный, чем Vegemite. У меня такое ощущение, что я гуталин на хлеб намазываю, это очень странно. Теперь будем накладывать туда авокадо, которое я порезала ломтиками. У нас сегодня какой-то кулинарный кружок получается. Но я, например, считаю, что лучше всего можно изучить культуру страны через ее кухню. Может быть, что-то мы сможем понять через вкусы. Ну что же, пока по внешнему виду и пока вот тайгры у меня еще не приготовились, мне все-таки больше нравится тост с авокадо, он как-то смотрится более эстетично. Кстати, знаете, забавный факт. Я как-то привозила домой в Россию Vegemite в подарок. Я пыталась найти самую маленькую баночку из всех возможных. И вот это самый небольшой размер, который мне удалось отыскать. И если учесть, что вкус у него достаточно специфический, я его принесла, открыла, значит, первым счастливчикам, которые его пробовали, они его попробовали, сказали, не, нам такое не надо. Поэтому я закрыла банку и взяла ради эксперимента ее в другой дом. Там мы тоже попробовали. Ребятам не понравился вкус. И я закрыла эту баночку и взяла с собой в качестве сувенира к следующим гостям. Вот так вот я ходила с этой баночкой. Так как его нужно есть очень мало, и вкус у него действительно специфический, в общем, очень удобный сувенир, скажу я вам, так что рекомендую, если поедете из Австралии, можете взять с собой. Мне кажется, я немножечко переборщила со временем гриля, и тосты у меня получились супер поджаренные. Вот, что у меня получилось. С этой стороны Vegemite, с этой стороны Marmite. Ну, не знаю, судите сами, получилось ли у меня сделать полосочки или нет. Как бы выглядит, в принципе, прикольно. Сыр очень хорошо поджарился. Ну что, предлагаю перейти к процессу дегустации всего того, что мы сейчас приготовили. И начнем мы с простого тоста Vegemite. Вы знаете, довольно приятный вкус. Я не ожидала, что это скажу, потому что первый мой опыт, первое мое знакомство с Vegemite было не самым приятным, но за счет того, видимо, что я сейчас нанесла такой небольшой слой. И вот это вот сочетание Vegemite с маслом на тосте дает такой приятный соленоватый вкус с легкой горчинкой. В принципе, мне нравится. Теперь будем пробовать тост Marmite. Я порезала их на более мелкие кусочки, потому что я не уверена, что я все это сейчас в любом случае съем. Вот этот момент для меня сейчас волнительный, потому что Marmite я еще в своей жизни никогда не пробовала. И я ожидаю, что это будет что-то похожее на вот предыдущий вкус, потому что все-таки это два похожих продукта, которые сделаны из примерно одного и того же. Но, в общем, интересно. Я надеюсь, вам слышно этот хруст. Ну, знаете, вкус действительно похож, но
Marmite для меня производит ощущение, как будто бы в него добавлена еще вот какая-то сладость, какой-то сладковато-соленовато-горьковатый вкус. И, возможно, из-за всего вот этого сочетания мне он кажется каким-то более резким. В целом на этом тосте он достаточно тоже приятно воспринимается. Давайте теперь перейдем ко второму тосту и начнем мы с Vegemite. Слушайте, вот эта вот сырная добавка, еще и как бы повторно запеченная, очень дает такой интересный вкус. Мне очень-очень нравится, причем вот эта, вы знаете, соленоватость сыра, которая еще добавляется, она как-то не мешает, а как будто бы даже, может быть, чуть-чуть как-то даже усиливает, подчеркивает вкус. Мне кажется, это какое-то идеальное сочетание вкусов. Я действительно не ожидала, что мне понравится. Однозначно ставлю плюсик вот этому тосту. И теперь перейдем ко второму нашему тайгеру с Marmite. Почему-то тосты с Marmite у меня хрустят больше. Да, Marmite определенно добавляет больше горечи, несмотря на то, что вроде как и сладости. Вот это вот какая-то горчинка и достаточно резкий вкус, может быть, даже какая-то острота у него появляется, что отличается от Vegemite. Очень интересное сочетание. Я вот этому, в принципе, тоже ему поставлю плюсик. И теперь у нас остается последние тосты, которые мы делали. Это тосты с авокадо. О, боже мой. Ребята, помните, как я щедро намазывала тосты, которые были без масла, стараясь покрыть вот эту всю поверхность? Это была моя большая ошибка, потому что то, что я сейчас говорила, что Marmite, он как будто более рисковатый по своему вкусу. Сейчас я попробовала тост Vegemite, но этого Vegemite там просто было сильно больше. И несмотря на авокадо, вкус супер резкий, супер сильный. Я явно переборщила, и это была моя ошибка. Каюсь. Но, с другой стороны, как еще сравнить, да, если вот не методом проб и ошибок. Сейчас попробую тот же тост с Marmite, но вы уже видите, что я тоже там щедрым слоем туда навалила вот этого всего. Да. Добавляется вот еще дополнительная вот эта нотка какого-то сладковатого, горьковатого, островатого послевкусия. Вы прям знаете, мне сейчас надо было попить водички, чтобы немножечко избавиться от этого вкуса, потому что он достаточно сильный. И вот эта горечь и сладость Marmite, она еще больше усилила. Я явно переборщила с количеством. Не рекомендую так делать, не повторяйте моих ошибок, пожалуйста. Итак, пришло время сравнить наши разные тосты. И вы знаете, все-таки я отдам предпочтение вот этому способу, вот этого обгрызенного тайгер-тоста. То есть все-таки, мне кажется, это классная идея, дополнительно еще зажарить потом на гриле, добавить сыру. И это было, правда, классное сочетание. Необычная вот эта вот соленоватость сыра, она как-то еще более усилила. И, кстати, мне кажется, что если туда еще и авокадо добавить, то есть оно ничуть не испортит этот тост, а сделает его только лучше. Авокадо я люблю, поэтому, возможно, в следующий раз попробую вот именно таким образом. Что касается тоста с авокадо, возможно, он бы мне и понравился даже больше всех. Но, принимая во внимание то количество спреда, которое я туда набухала, это просто невозможно есть. Для меня это чересчур. И теперь пришло время вынести мой вердикт, победитель нашего сегодняшнего гастрономического батла. И я все-таки хочу отдать предпочтение Vegemite. Для меня он более спокойный. Я не думала, что я это скажу, потому что знакомство с ним у нас было не самое лучшее первое. Но Marmite, он для меня явился более каким-то резким по вкусу. И мои вкусовые рецепторы вот как-то не восприняли вот эти дополнительные еще, вы знаете, вот эту горечь, остроту, вот эту какую-то сладость даже временами. Все-таки для меня это было
чуть-чуть по перебору, вот так скажем. А Vegemite в целом, я скажу, что вот в таком исполнении на тосте с сыром еще и запечь, может быть, я даже иногда буду и есть. Но не скажу, что это, конечно, стал бы моим, наверное, регулярным завтраком, потому что все-таки не выросла я, поедая тосты с Vegemite. Ну, все-таки для меня это больше, можно так сказать, экзотика. Ребята, расскажите, пожалуйста, пробовали ли вы один из этих продуктов? Что вы думаете, если пробовали? Особенно, если вам удалось попробовать оба. Было бы интересно узнать ваше мнение о сравнении, что хуже или лучше, или, может быть, вы вообще все это ненавидите и предпочитаете бутерброды с колбасой. Я тоже пойму, абсолютно никакого осуждения. Пожалуйста, дайте знать в комментариях. Может быть, вы вообще пробовали какие-то другие интересные намазки из каких-то разных стран. В общем, будет очень интересно узнать. Спасибо, что поучаствовали сегодня со мной в этом просто невероятном соревновании двух вкусов. И спасибо за просмотр. Всем пока!